Всем привет, друзья! Итак, в этом видео я решил просто сделать немножко странный и очень спорный, но бюджетный компьютер, который в принципе сможет собрать большинство людей, потому что его цена 30 тысяч рублей или 320 долларов. Да, в этой сборке не все новое, точнее половина деталей новые, то есть именно самых важных, и половина в нормальном состоянии с Авито, то есть бэушные. Сам компьютер на i7 процессоре на 4 ядра 8 потоков, он может очень немалое, однако все равно у меня есть вопросы насчет правильности такой именно сборки, потому что в целом за плюс-минус эти же денежки можно собрать примерно такой же компьютер, но, например, новый из DNS. Вот, скажем, в эту сборку я поставил довольно старый бэушный i7 7720 за 8000 рублей с Авито, и это прям точная копия i3 10100F, и тоже на 4 ядра 8 потоков. Это по сути точно такой же процессор, но только внимание, он стоит 6500, а не 8000, и у него есть документы, ниже теплопакет, выше частота и современная архитектура. Далее, насчет материнской платы, то внутри я поставил тоже бэушную мать на чипсете B250 под сокет 1151 за 3000 рублей. Однако в этой материнке нет M2 слота под накопители, и она бэушная, что не очень приятно, в то время как новая модель на современном чипсете H510 под i3 10100 у нее уже есть и слот под M2 накопитель, и есть поддержка PCI Express 4.0 для видеокарты, и частоту памяти тоже поддерживает эта мать не 2400, а 3200, что тоже очень важно для процессора. Остальные комплектующие давайте с вами обсудим буквально через одну минутку после небольшой информации для зрителей. Друзья, за окном лето, пора отпусков, так что как насчет разнообразить отдых и повидать Париж? Не тот Париж, что с башней и багетами, а французский линкор, недавно добавленный в War Thunder. War Thunder — бесплатная, эпичная, многопользовательская игра о противостоянии наземной, воздушной и даже морской техники. С обновлением Ля Рояль игроки могут опробовать легендарный БТР-80 и Су-39. В каждом матче участвуют разные виды техники со всего мира, и все это с великолепными визуальными эффектами, реалистичной физикой и увлекательным геймплеем, совмещающим в себе напряженное противостояние, коллекционирование исторической и современной техники разных наций, а также интересной прокачкой и кастомизацией. Переходите по ссылке в описании под этим видео, качайте игру на PC, Xbox, PlayStation и даже Mac, и получите 100 тысяч серебра, а также неделю аренды легендарных немецких танков, 3 премиумные машины навсегда и другие бонусы. Забрать может как новичок, так и тот, кто не заходил в игру полгода и больше. Но нужно, друзья, поспешить забрать, так как сезон немецких подарков скоро закончится. Всем удачи, но вернемся к теме нашего видео. Итак, мы закончили на материнской плате, напомню, и да, стоит такая материнка, что в этом ПК 3000 рублей. А я напомню, что за 5600 мы можем взять лучше, и разница в 2600 дает нам значительно больше возможностей. Плюс, опять же, это новая мать с документами, чеками, а не бэушная за 3000. Ну и в конце тоже очень спорный момент, это что насчет видеокарт. И вот тут я напротив стану на сторону Авито и бэушных видеокарт, потому что такая бэушная 1050 Ti стоит на Авито, внимание, 6000 рублей. И прям в очень достойном состоянии, и на 1050 Ti точно не майнили, она просто не подходит для этих задач. А вот новая такая же 1050 Ti, например, в DNS стоит примерно 12500, разница почти что в 2 раза. Да, я понимаю, что в DNS при этом дается гарантия на 36 месяцев, но вряд ли вы будете все 36 месяцев сидеть на 1050 Ti, и уже через пару лет точно вы замените ее на что-то более мощное, и при этом разница в 6000 и там 12500 остается все равно довольно мощной. Так что если покупаете что-то на Авито, то только бэушные видеокарты. Таким образом, плюсуем сюда 8 за процессор, 3 за мать и 6 за видяху, и выходит у нас 17 тысяч. Далее у нас еще осталось оператива, SSD, жесткий диск, блок питания, вертушка на проц и, конечно же, корпус. И тут давайте быстренько пройдемся по этим комплектующим, все они новые, и это будет уже куда проще. Итак, блок питания я решил поставить какой-то там китайский, самый простой, за 2000 рублей на 300 Вт, точнее 200 Вт по линии 12 вольт, так чисто, чтобы запустить все это железо, хотя лучше бы я, конечно, советовал своим зрителям хотя бы, честные 350-300 Вт. Вот, например, DevCool стоит на 350 Вт 2500, это вполне, то есть этого вполне хватит на простое железо. Далее у нас идет оператива, это стандартно 2 по 8 на частоте 2400, можно взять на 3200, цена примерно одинаковая, за 2 плашки по 8 за 3300 рублей. Потом у нас идет, значит,
SSD-диск на 250, и в моем случае так вышло, что старая материнка и в ней нет слота под M2 накопителей, и только под стандарт 2,5 дюйма можно подключить через SATA кабель. Да, это явно устаревший метод, и вот поэтому в начале видео я и сказал вам про то, что лучше доплатить 2600 и взять современную мать. Причем в современную мать можно воткнуть и быстрый NVMe SSD накопитель, что в 10 раз быстрее, чем обычный SSD старых форматов. Далее к этому накопителю я решил поставить винт на 1 терабайт от Toshiba, и это новый винт за 2750. Ну это так, чисто чтобы поставить игры, всякий там мусор сохранить. Ну короче, SSD, более быстрый SSD нам нужен под Windows и софт, а все остальное, там всякие винты, это для мусора и так далее, это понятно. Ну и в конце у нас, значит, вертушка на проц за 1600, нормальная, на 4 тепловые трубки, чтобы i7 17, то есть 7700 выдержал хотя бы температуру 55-60 с копейками. Цена 1600 вполне адекватная, и все это железо в конце я решил запихнуть в корпус в формате micro ITX под размер материнской платы. Этот корпус, я думаю, уже все знают, что это Power, то есть это Power Case Mistral за 3600, и на мое скромное усмотрение это один из лучших корпусов сегодня в продаже. Ну, во-первых, у него из коробки сразу 3 вертушки, то есть одна на тыльной части на 120 и 2 спереди, внимание, с подсветкой на 140 мм. Далее на передней панели есть отверстие для вентиляции, плюс есть отверстие сразу на еще 2 вентилятора сверху, если вам нужно, то есть поставить еще 2 вертушки. Блок питания, значит, у нас зашит снизу, и в корпус влезет любая башня, плюс все это закрыто каленым стеклом. По идее, такие корпуса должны стоить, ну, я думаю, 5000 это точно, но у нас цена 3600, и это топ решение для сборок под формат micro ITX. Есть также модель в белом цвете. Короче, корпус реально интересный, и подведя все итоги, такая сборка стоит у нас 30-31 тысячу. Да, можно было не париться с бэушным i7 и просто взять там за 6500 i3 10100 и эти же 1500 накинуть на материнку, и вышел бы куда более современный ПК, и при этом не пришлось бы, скажем, ну, париться там с накопителями SSD, память была бы лучше. Ну, короче, все бы работало примерно на 15-20% лучше, и так что как бы имеем, что имеем. Единственное верное решение отчасти можно назвать это 1050 Ti за 6000 вместо 12500. Вот тут, да, экономия 6500, очень даже кстати. В остальном можно спокойно собирать из новых комплектующих, и только видяху, если вам нужно сэкономить, можете взять бэушную с Авито. Так что поэтому я и назвал сборочку спорной, потому что сами видите, это процессор, там материнская плата, а все остальное, понимаете, на это можно сэкономить, например, на видеокарте. Что ж, теперь давайте посмотрим, что я там насобирал за 30 тысяч, и проверять будем все на очень высоких настройках Full HD, на не очень требовательных проектах, такие как базовые, вроде там GTA 5, Rainbow 6 и так далее, чисто чтобы понять, что потянет это железо. Итак, запустим сперва Control, тут я думаю чисто проверить, чтобы был, ну, ради интереса. Понятное дело, что это не проблема даже для 1050 Ti за 6000, и в целом на очень высоких Full HD настройках от 150 до 250 кадров это вполне ожидаемо. Далее у нас Rainbow 6 на высоких с FSR качество, тоже примерно почти стабильная сотня, местами просадки до 90 или поднятие до 120. Кстати, температура нормальная на процессоре, примерно там 55-60 в закрытом корпусе, и видяха тоже греется ожидаемая для 1050 Ti до 68 градусов с копейками. Нормально пока что все, и теперь едем далее и запустим GTA 5. Тут я выставил очень высокие настройки Full HD, все эффекты тоже включил, и включается, то есть и все работает на 70, от 70 до 85 FPS, в зависимости от сложности локации и так далее. То есть даже очень высокие настройки GTA нормально работает, нет проблем, запускается все отлично. Ну и в конце еще давайте закинем Forza Simulator 7 часть, чисто для тех, кто любит гоночки. И тут я тоже на ультра выставил Full HD, тоже примерно 70-80 FPS. Еще раз повторюсь, это не средние и не высокие, и даже не очень высокие настройки, это ультра настройки Full HD, и все работает отлично. Так что да, за 30-очку можно в целом собрать нормальный ПК уже сегодня, если взять карту бэушную, хотя бы там 1050 Ti или RX 570, будет нормально смотреться с i3 10100. Короче, с любым процессором будет смотреться на 4 ядра, 8 потоков и 16 оперативы, это самое важное. Я не советую ни в коем случае зрителям именно эту сборочку с таким процессором i7 бэушным и материнкой бэушной. Лучше возьмите с i3 10100, но на чипсете материнки там, например, H510, там по
память на частоте 3200 и нормальный SSD туда поставите в формате M2, и видяха 1050 Ti с Авито тоже за 6000 отлично там станет. На этом, друзья, наверное, у меня все в этом видео. Просто вам, я думаю, было интересно, что можно сегодня собрать за 30 тысяч. И вот, в принципе, вот такой компьютер у меня получился. Что ж, спасибо, что смотрели это видео, и увидимся. Удачи. Пока-пока.